Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. И сегодняшний расклад, что скоро произойдет, что случится, возможно, какая-то внезапная новость, которая изменит либо ваши планы, но, по крайней мере, точно не оставит вас равнодушными. Вот давайте с вами узнаем. Записываю видео во дворе, надеюсь, что хор цикад, которые, по-моему, в восторге от жары, вам не помешает. Вот давайте узнаем. Конечно, наш расклад подойдет одинаково как для моих любимых девочек, так и для мужчин. Просто перекладывайте на себя. Ну и рассмотрим, как всегда, значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла. Куда же без него? Сигнификация, что о вас там расскажут карты, что сейчас вы переживаете, что вы сейчас чувствуете, как вас обрисуют, видят карты, чтобы вы себя узнали. Тройка свечей, мы всегда говорим, тройка любая, это карта будущего. То есть вы на сегодняшний день пытаетесь, возможно, либо уже строить планы, либо заглянуть в это будущее, как-то адаптироваться к тому, что произойдет совсем скоро. Возможно, поэтому вы открыли видео. Ну уж точно, вы не сожалеете о чем-то. Вы знаете, по этой карте может быть такое состояние души, это факт. Вам что-то нравится, вам что-то приятно. Да, по тройке есть такое значение, когда мы как будто останавливаемся на полдороги, но, возможно, это необходимо сделать именно потому, что еще пока не все прояснено. Или когда какие-то составляющие вашего дела, вопроса, они еще тоже не прояснены. Но если нам, вот мы говорим как о человеке, да, сигнификация вашей личности, тут человек-оптимист, тем более туз чаш, вполне вероятно, либо вы получили какую-то приятную новость, приятное приглашение, или какая-то радостная весть, которая у вас либо состоялась, или вот состоится, я вот этого тоже не исключаю. Есть то, что еще как будто заставляет, тем не менее, да, словно глянуться назад. Но есть уже значительно большее, то, что заставляет идти вперед. Смотрите, рыцарь свечей. Возможно, это контакт с конкретным человеком. Причем это может быть тот человек достаточно импульсивный. Вы, где-то предполагаете, что в любой момент человек, к примеру, может изменить свои планы. Или человек тоже где-то находится в той ситуации, когда обстоятельства на него оказывают влияние. В зависимости от обстоятельств он тоже где-то будет корректировать, возможно, свое поведение. Или если это какой-то общий план, да, вот у кого совпадет, именно на конкретного человека и на продолжение взаимодействия. Все же по рыцарю свечей конкретные люди. Эта карта может обрисовывать вас самих, когда вы сами где-то склонны быстро что-то изменить. Потому что, сдержите руку на пульсе и, возможно, даже приступить к тем действиям, которых вы от себя где-то не ожидали, что еще происходит. Но, условно, императрица пытается перестроить свою собственную жизнь в зависимости от той информации, которую она получает, либо в зависимости от ситуации, в которой она оказывается. Но тут самое главное, я себе не хочу помешать. Вот, наверное, как сигнификация нам показывает вас очень ресурсного человека, который, кстати, надеется сам на себя. По императрице мы всегда надеемся сами на себя, потому как, хоть камни с неба, вот как словно я должна выстоять, или я должен выстоять, да, мужчина, перекладывайте на себя. Хотя я могу допустить, здесь может быть взаимодействие мужчины и женщины, когда мужчина более импульсивный, да, если мы так рассмотрим немножко эти карты. Или когда мужчина, хочется сказать, еще пока с чем-то не определился. Все-таки, если мы берем во внимание рыцаря свечей, а женщина, она более такая основательная. Она хочет, это очень где-то импонирует всем тем транзитом планетарным, который у нас происходит вот именно в данное время, когда мы больше хотим определенности, мы хотим надежности. И вполне вероятно, это как сводит судьба двух людей, пусть даже один из вас, допустим, где-то на импульсе или на том, что у него в жизни сейчас какие-то скорые перемены происходят, то второй человек как раз, он как притягивает своей надежностью, продуманными действиями, скорее продуманными, нежели импульсивными. Хочется сказать, это, знаете, как единство
и борьба противоположностей, да, вот извечный философский вопрос. Что еще о вас скажут карты? Но здесь очень мудрая женщина. Мои дорогие мужчины, это свидетельство того, что, возможно, в вашей жизни есть очень важная женщина, которая... Вы можете, кстати, о ней думать, что какая-то она занадто продуманная. Или все у нее в каком-то, возможно, порядке, который больше на перфекционизм даже смахивает. Вот я этого не исключаю. Почему? Именно в этой колоде карта Ева. Это у нас не в каждой колоде 22 карты. Это старший аркан. Так вот, это карта мудрости. Есть карта, мы знаем, Верховная Жрица, тайные знания, или та, которая, в принципе, все знает, может предугадать. Но вот именно в этой колоде карта Ева – это когда у вас все получится. Но получится именно потому, что вы готовы к каким-то альтернативным решениям. Поэтому вот с самых первых карт, что я говорила, эта карта где-то и подтверждает. Либо это союз, да, вот как я только что обрисовала, либо это ваша какая-то задумка, когда вы, ну, условно готовы взять мечту и что-то не упустить. А ведь и правда, тут может быть история любви, история взаимоотношений. История взаимоотношений, которая очень сложная, мои дорогие, вот правда. Потому что всегда это импульс по рыцарю свечей. Или свечи это как жезлы, да, если мы перекладываем на колоду традиционную. Тот человек, который в любой момент, да, может быть, мы говорим, непредсказуемый, или, ну, какой-то импульс посетил его, или пусть это даже ее, да, ну, вот перекладываете на себя. И в зависимости от этого происходят какие-то спонтанные перемены. Но, может быть, это и ситуация, кстати, у кого-то. Нам ведь изображен здесь буквально спасатель, обратите внимание, который... кошечку милую спасает, да, выносит из горящего дома. И вот у кого-то из вас, может быть, сейчас такая ситуация, что совершенно необходимо быть готовому или готовой к тому, что даже если что-то произойдет в самый неподходящий момент, это, знаете, как импульс, который нас посещает, и мы понимаем, что именно теперь мы должны как-то действовать совершенно иначе. Вообще тут как бы сродни подвигу идет, будем говорить, именно такая колода. Но все, видимо, ведет к тому, что все ждет десятка чаш, ведь это по максимуму радость, взаимопонимание. Это не одиночество, безусловно, а рядом карта Евы, мудрое отношение к кому-либо или мудрое отношение к каким-то обстоятельствам, мои дорогие. У кого-то действительно вопросы пары, вопросы семьи, может быть, брака, жилья, местонахождения, пребывания. Очень емкая карта. И одновременно эта карта все-таки материального достатка тоже. Ну вот очень интересно, давайте будем рассматривать дальше. Что же изменит, возможно, ваши планы? Что или вас удивит, но не оставит точно вас равнодушными? Что же скоро произойдет? Что произойдет в вашей жизни? Возможно, вы сейчас... пытаетесь продумать свои действия. Итак, что скоро произойдет, к чему вам приготовиться? Тройка перьев. Что-то вас может, ну, хочется сказать, точно не обрадует, но может нас, знаете, как вот этот диссонанс. В шутку говоря, крокодил не ловится, не растет кокос. Да, тут у нас девушка как будто пытается, ну, какой-то кулинарный изыск изготовить, но вот как все валится из рук. Вроде есть какие-то ингредиенты, но ничто не складывается. То есть уже где-то и руки у нее опускаются. То есть задумала одно, а получается совсем другое. Будьте готовы к тому, что действительно вам, скорее всего, внезапно придется либо себя сохранять. Себя сохранять, это значит, что вот как по четверке пентаклей. Ну, наверное, быть реалистом как минимум. И наблюдать за людьми, наблюдать за окружающей обстановкой. Вот что-то будет где-то сродни рыцарю свечей совсем в ближайшем времени. Возможно, это новость. Возможно, так вот как-то обстоятельства. Или те новости, которые даже мы слышим в средствах массовой информации. Я не исключаю, что это может повлиять, вот, кстати, как неожиданность, да, или какая-то внезапность,
которое происходит не совсем с вами, шестерка чаш, а это происходит с каким-то человеком. Карта дьявола. Почему-то хочется сказать, что тут сложная история отношений. Тут, знаете, когда, возможно, врозь невозможно, а вместе как-то сложновато. Или это адаптация одного и второго человека, когда, ну вот как приноровиться нужно, да? Норов имеется в виду характер. Один характер и второй характер. То есть два разных человека, как проходит период притирки, может быть и так. Но я могу, кстати, сказать и другой момент. Возможно, вам совсем скоро придется решать материальные вопросы, но все же. Так что же скоро случится, произойдет? А ведь и правда. Два старших аркана. Вы думаете, что вас что-то как мертвой хваткой, может быть, держит, да? А тут совсем скоро вы узнаете какую-то новость, услышите, которая сейчас для вас очень важна, а совсем скоро, а это не будет иметь никакого значения. Будьте готовы, мои дорогие, к тому, что вам действительно придется резко изменить свои планы. И здесь будет у кого что. У кого-то это проиграется банально, когда в течение одного дня, возможно, от услышанной новости вы перекроите этот свой собственный план и, может быть, как график, куда-то поедете или наоборот, никуда не поедете, да, а собирались это сделать. Вот здесь планы будут меняться железно. Именно потому, что вокруг вас происходит, два старшие аркана говорят о том, что вы не сможете поступить именно так, как вы сейчас планируете. Вы не сможете, да, вот посмотрите. Это может вот как раз тройка перьев, где-то четверка чаш, две карты, которые у нас по краям оказались в ряду. Именно почему, да, мы хотим что-то создать, но вот это какое-то волшебное блюдо мы никак не можем приготовить, а потому что не все от нас зависит. У кого-то может даже проиграться, когда вы, к примеру, с каким-то конкретным человеком, ну, может быть, это так дела ваши требуют, или дела конкретного человека. Вы куда-то отправитесь, например, да, и вы, как ваши судьбы соприкасаются. Возможно, это даже ситуация по работе или просто какие-то дела, которые могут касаться, ну, любой, наверное, ситуации. У кого-то здоровье, например, да, ну, когда к врачам, например, вы посещаете их. Или когда вам нужно составить, к примеру, какой-то документ, то есть какие-то инстанции, назовем это в целом. И явно вы можете столкнуться с такой новостью, когда помимо вашей воли, то есть это не было запрограммировано. Ну, наверное, это точно как судьбоносный какой-то момент, что-то вы не можете ускорить. И вы еще пока даже не знаете, с чем вы столкнетесь совсем скоро. И больше я вижу, что это, ну, как вынужденное состояние, именно потому, что приходится пересматривать собственный план, потому как первоначальный он не сработает. Иначе говоря, либо предварительно, чтобы что-то для вас осуществить, или приготовить это красивое блюдо, или выполнить вашу мечту, вашу задумку, вам придется переключиться совершенно на другие дела, и, возможно, вы собирались куда-то поехать, а поедете позже. Или вы собирались никуда не ехать, а наоборот, вам придется совершить несколько каких-то перемещений, поездок, важных встреч, договоренностей. Вас буквально держит какая-то еще ситуация, не давая вам момента идти вперед. И тут есть именно какая-то остановка, причем два старших аркана, таких серьезных. С одной стороны, мы говорим, я надеюсь, все правильно понимают, 13-й старший аркан редко когда может свидетельствовать о том, что тут действительно что-то происходит, когда мы говорим, это связано с тем, что человек уходит из жизни. Чаще всего это финал, это завершение какой-то истории или завершение, ну, какого-либо действия, да, когда мы что-то вот именно говорим, зафиналиваем или подытоживаем что-то. Но пока вот это не происходит, потому что еще не все точки над «и» расставлены. Еще пока непонятно, как бы не сложилась какая-то ситуация, знаете, как прелюдию какую-либо
когда это будет уже как причина и следствие дальше продолжено и понятно уже становится. А зачем все это было нужно? Вот пока явно непонятно. По крайней мере, я вижу так. Ладно, что же скоро внезапно случится, произойдет. А больше хочется спросить, а что же вас удивит, правда? С чем это связано? Давайте немножко более полнее раскроем то, что нам хотят рассказать карты. Это нам про что? То, что неожиданность, это мы поняли. А что же вас удивит? А вот удивит, тут не совсем удивит. Вот да, 4 чаш, если мы продолжаем дальше. Остановка, мы говорим, да, и у нас показана женщина, которая, ну, в раздумье. И вот, видимо, это какая-то пауза, которая может быть связана именно с тем, что наш план нарушился. Наш план нарушился не потому, что мы этого хотели, а потому что так происходит по воле обстоятельств или получению каких-то новостей, известий, или наоборот, недополучению. Что я имею в виду? Когда прежние договоренности могут не сработать. Будьте к этому готовы, мои дорогие, вас это удивит. Какой-то, может быть, конкретный человек может внезапно изменить собственный план, и будьте готовы, самое главное, к чему. Вы можете это воспринимать, но кто-то буквально как предательство. Кто-то может, ну, знаете, как недостаток взаимопонимания. Вот, наверное, это очень важно. Последняя карта 10 чаш, которая говорит, тут может быть, даже двое проходят такой своеобразный этап жизни, когда учатся, опять же, да, притирка характеров или учатся друг друга понимать. Возможно, вы даже знаете друг друга долгие годы, но последние события вас настолько изменили, время идет вперед, что другая степень адаптации стала, или другое мировосприятие. Вы оба, как бы, да, если два человека мы говорим, или даже пусть это какая-то ситуация, которая касается инстанций, да, то стало быть, это за, может быть, последнее время изменились законы, изменились какие-то положения. Но вы можете это поначалу не видеть и воспринимать как какой-то обман, понимаете? Вот в чем вопрос. Или когда, ну, может быть, это какой-то человек вам выстраивает козни, вот буквально так. Вы можете услышать новость, паш свечей, это точно будет связано с какой-то новостью, информацией, когда или вам предложат, или вы сами понимаете, что есть вот альтернативный вариант, да, возможно, он прозвучит из уст конкретного человека, что вот, допустим, думали определенным образом, а нет, а нужно будет поступить как-то иначе, или собирались в одно время, допустим, встретиться, или вы собирались куда-то отправиться, а здесь, скорее всего, вам придется точно пересмотреть ваш план. И это будет связано все-таки с какой-то вашей личной историей, королева чаш. Что вас удивит? Будьте готовы. Смотрите, еще одна карта, которая по 9 свечей. Мы как будто сами останавливаемся опять же на полдороги. Видимо, раз так карты настойчиво говорят, вас это удивит. Возможно, вы уже распланировали опять же что-то. У вас уже по срокам может быть план минимум и план максимум составлен. Скорее всего, вам придется делать коррекцию собственных планов, потому что, ну, как будто что-то случается не вовремя. Или пусть эта возможность какая-то приходит, но это та возможность, которую мы не ожидали. Мы вообще этого не планировали. И с одной-то стороны, может быть, и желание есть действовать, но как раз-таки от вас потребуется как что-то противоположное. От вас потребуется где-то стойкость, выдержка для того, чтобы пребывать какое-то время в паузе, мои дорогие. И это вас удивит. Какое-то замедление, понимаете? Потому что, ну, это как ваша судьба. Не пускает словно вас куда-то. Не дает или хочется сказать, вы, может быть, ждете, да, вот прорыв какой-то произойдет. Или, ну, вот тот пункт я сумею как рубеж переступить, когда более быстро пойдут развиваться события, а все карты нам говорят, да нет, тебя буквально держит, ты не можешь, пока ты что-то еще не завершил, ты не можешь идти вперед. Вот, видимо, как бы мы ни хотели, но есть что-то из прошлого,
что гораздо сильнее нас, мои дорогие. Так что же скоро случится, произойдет? Что вас не оставит равнодушными? Тем не менее, вот так работает колесо фортуны. Фортуна – это всегда победа. Это, знаете, как удача, как счастье. Это какая-то возможность. И будьте готовы. Вот, наверное, все то, что я с самого начала говорила. Если мы говорим сейчас и завершая этот ряд, что, ну, не можешь ты сорваться с места и куда-то с такого низкого старта полететь, отправиться, то наступит так или иначе время. Возможно, это вас удивит. И где-то вас не оставит равнодушными. Сроки, так это факт, вам придется пересмотреть. А, возможно, с этими сроками вам придется пересмотреть еще и собственные действия. И тогда по колесу фортуны у вас что-то отложится именно для того, чтобы вы взяли этот самый старт или смогли что-то продолжить. Знаете, это как оказаться в нужное время, в нужной обстановке, в нужном месте. Точно, мои дорогие. И, возможно, сейчас вы где-то сожалеете именно о том, что, ну, вот ничто не происходит. Совсем скоро будет тот момент, который вас заставит действовать быстро. Более того, и если даже были в ваших планах перемещения, то эти перемещения, они могут как наоборот ускориться. Это, знаете, как ваш жизненный график постоянно напоминает какую-то кривую, которая больше похожа на синкопу даже, вот так. И если какая-то пауза произошла сейчас или вот-вот произойдет, то следом за ней вот тут как раз взлет, тут как какой-то подъем идет, причем такой же резкий и неожиданный, как сейчас, возможно. Вы узнаете о том, что вот как притормаживаются, наоборот, события. Что же вас еще удивит? Вот смотрите, вам придется делать какой-то очень важный выбор, и вам может быть страшно. Вот в этой карте, именно этой колоды, пятерка перьев, это карта больше страха. Автор этой колоды, это колода Таро Евы, и автор доктор. Да? Вот поэтому очень много тут таких сюжетов, которые где-то совпадают с медициной, врачебным делом. И кабинет стоматолога, ну, я думаю, стоматолог как раз тот доктор, который, ну, не самый приятный, не все радостно садятся в кресло стоматолога, хотя есть и такие, которые совсем наоборот. Но вот по пятерке перьев нам еще ничего не стали делать, а у нас уже какое-то предобморочное от страха состояние. Вот смотрите, тут именно какие-то происходят такие состояния ваши. Это где-то больше эмоционально, это больше, безусловно, с позиции психологии. Вам нужно будет действовать, и причем действовать в тех ситуациях, когда вы не знаете наверняка, что будет происходить буквально через минуту или в ближайшее время. Это может у вас, тут видите, две полярные карты. С одной стороны страшно, а с другой стороны очень интересно. О, как? Что же еще изменит ваши планы или не оставит вас равнодушными? Видимо, вот, смотрите, помимо того, что у нас как двойственные карты выпадают, двойственные, которые по две, это факт. Сначала мы говорим колесо фортуны и 8 свечей. Иногда я 8 свечей или 8 жезлов называю карта скорости или доброй трансформации. Но это всегда быстро. Это получение внезапное, например, документа или получение какой-то новости, получение решения конкретного человека. Колесо фортуны только лишь усиливает это значение и более того говорит, что это не от тебя зависит, а именно либо от людей, которые тебя окружают, либо от окружающей обстановки. И дальше мы видим полярные карты, тоже две, которые именно о нашем восприятии. С одной стороны, семерка чаш – это, ну, иногда мы говорим, это наше желание, или это то, что мы хотим осуществить, это то, что нам нравится, это, ну, где-то то, что нас не просто радует, а заставляет нас несколько расслабиться, хочется верить, да, чему-либо, кому-либо, но иногда ведь это карта иллюзорности, а это карта страхов. То есть идет вот рука об руку, или, может быть, идет в такт нашей жизни, вашей жизни. Вот две такие полярные ситуации, которые, с одной стороны, может быть и любопытно, а с другой стороны, так это и страшновато. Потому что мы еще не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, как сложатся обстоятельства. Но именно это две последние карты, два старших аркана.
Вот, видимо, вам что-то придется совсем преодолеть, совсем скоро. Вам придется себя самих на что-то настроить, и при этом сложновато будет психологически именно потому, что мы чего-то пока не знаем и явно не можем просчитать. А с другой стороны, уже и вы сами замечтаться не хотите. Но благодаря этому карта сила. Сила – это когда мы можем все. Если мы хотим, мы способны преодолеть любые сложности. А по карте звезда это имеет смысл на долгий период времени, мои дорогие. По карте звезда это выбор правильного направления, причем на долгий период времени. Возможно, весь наш расклад, нам даже карты нас призывают, да, где-то не торопиться, именно потому, что мы-то думаем, что мы выбираем нечто, которое касается более ближайшего периода. А карты нам говорят, ты сейчас не видишь, что именно теперь, шаг за шагом, ты определяешься с таким более долгосрочным планом. То, что будет составлять твою жизнь не короткий период, а достаточно длительный. Поэтому тебе, с одной стороны, как и нельзя словно промахнуться, от чего-то отказаться, даже если есть определенные сомнения и внутренние страхи. Вот так, видимо, работает колесо фортуны, призывая нас где-то правильный какой-то выбор совершить. Потому что от этого зависит и ваша буквально сила. Вам придется с кем-то договариваться. Возможно, для начала с самим собой. Но именно это перед вами открывает новые горизонты. Аркан звезда, ведь это когда исполняются наши мечты. Давайте узнаем, а конкретно к чему приготовиться, хочется спросить. В чем может выражаться вот эта первоначальная пауза или остановка? С кем это будет связано? Возможно, кто или что появится неожиданно, да? Иногда мы задаем такой вопрос. Что это вот за новость, например, да? С чем это связано? Касается ли этого лично вас, или это касается другого человека, или обстоятельств? Вот давайте поточнее мы спросим. К чему же тут приготовиться? С какой стороны? Вообще здорово, да, карта мир. И я искренне надеюсь, что все идет к миру. Потому как эта карта, она очень емкая, она может в первую очередь даже говорить именно о ситуации внешней, о ситуации в мире. Может быть, у кого-то задумка, которая касается, к примеру, важных документов не просто в одном регионе или в одном месте, а когда это касается разной страны, когда это касается документов, которые тоже, да, как законы в разных странах, может быть и так, закрытые или открытые границы, может быть и такой момент. Но всегда по аркану мир это как те препоны, которые были или барьеры, вот они теперь как нивелируются, сводятся к нулю. Вот, видимо, с какой-то общей внешней ситуацией будет зависеть или как-либо связана будет ваша задумка, ваша жизненная история. И тут мы вряд ли что-то можем ускорить. Рыцарь перьев. Или это рыцарь мечей, мои дорогие. Здесь это может быть связано с конкретным решением. Смотрите, конкретного человека. Еду, не еду. Меняю, не меняю. Переезжаю или не переезжаю. Эта карта может говорить о том, что как это может еще проиграться, причем как неожиданность. Вы получите новость, которая будет действительно связана с законом, например, да? Когда меняется закон, меняется какое-то положение, и вам придется это учитывать и несколько видоизменить свои планы. Причем колесница опять же нам про скорость. Все то, что мы только что с вами проговорили по предыдущему ряду. И вроде бы, да, какая-то пауза. Мы можем чересчур даже где-то расслабиться. Так и бывает в нашей жизни, когда сначала мы себя настроили, что ну вот-вот что-то будет меняться, может быть, обстоятельства так складываются. И вдруг вот эта пауза неожиданно, она нас начинает сковывать. Потом, ладно, если эта пауза там в 2-3 дня, а в жизни бывает и иначе, когда это неделя, 2, и мы уже так, ну, потихонечку раскисли, да, мы думаем, ну, вот опять какое-то дежавю вернулось, и мы уже в таком
ну, каком-то лайт-режиме, мы не то будет, не то нет, так можем думать, да, и вдруг совершенно неожиданно ускориться таки придется. Более того, это будет именно связано либо с получением документа, новости, информации или с конкретным человеком, его окончательным решением, но это решение не потому, что, ну, как у него там взыграло что-то, это касается лично его каких-то восприятия или, я не знаю, там, ну, личностных, может быть, более отношений. Нет, тут скорее будет даже ситуация оказывать влияние на конкретного человека и на его решение. Тут не совсем как бы с позиции «я хочу» или «я не хочу». Видимо, будет тот период, когда и в вашей жизни что-то происходит. У вас есть собственные какие-то задумки, мечты, планы. И то же самое происходит в отношении других людей. Или пусть это будет в отношении других законов, положений. Будьте готовы к тому, что это тоже меняется. К примеру, для вас это может быть неожиданно. Вы были уверены, что, ну, даже если мы берем бумаги, документы, да, что вот совсем недавно закон предусматривал, допустим, на оформление требовалось 5 дней, ну или 10 там, дней, неделя, да, вот, ну, такая была процедура. А тут вы можете столкнуться, процедура была совершенно какое-то время, да, вот в таком режиме, а потом что-то изменилось, и либо это удлиняется, этот период, либо наоборот укорачивается. Я вот тоже вот не исключаю, причем может укорачиваться, когда вам внезапно придется что-то делать намного быстрее. Все-таки карта скорости. И вот смотрите, тут действительно какой-то период времени старшие арканы у нас идут. И если это скорость, то по аркану повешенной, но опять же, ускоряется какой-то вопрос и тут же становится на паузу. Не решается какая-то тема, мои дорогие, ровно таким счетом, как вы бы это хотели. Вам будет несколько, как минимум 2-3 раза в ближайшее время. И, возможно, это у нас, хотя сложно сказать, возможно, у кого-то до конца лета проиграется. Но я должна сказать, вот если я делаю этот расклад, и сейчас июль месяц, и если 24 июля, сейчас еще пока ретро-меркурий, да, мы знаем, это всегда паузы. И вроде кто-то ждет, да, ну, ретро закончится период, и уже будет директное, прямое движение, когда что-то ускорится, больше согласований, больше как будто энергии, больше сил. Но именно в эту дату к нам приходит ретро-Сатурн. А Сатурн — это планета владыка кармы, судьбы. И в ретро-движении Сатурн у нас будет аж до 11 декабря, мои дорогие. Все же расклад общий, перекладывайте на себя. Будьте готовы, я к чему? До конца года могут быть вот такие временные позиции, когда что-то кажется, да, идет в гору, потом внезапно остановка, именно остановка, или ступенчатый, да, вот такой подъем, когда придется, может быть, на пару-тройку ступеней приподняться, потом сделать паузу, причем паузу, которая может быть где-то более длинной, или у кого-то наоборот она может быть короткой, а потом снова какой-то старт. Вот такое восхождение вершины ступенчатое мы как будто не можем избежать, потому что, опять же, много старших арканов. И, тем не менее, знаете, для чего это дается? Чтобы вы сумели как себя каждый раз, проходя вот эти судьбоносные ступени, вы сумели адаптироваться. Потому что вот от смены декораций, будем говорить, или от смены событий у вас будет усталость. Будьте к этому тоже готовы. Вот по десятке свечей, ну или десятки жезлов, мы часто говорим карта усталости, да, когда мы вроде сделали все, что уже могли. Но когда мы включились в какой-то ритм, и организм где-то наш уже от усталости дает сбой, я часто говорю, уставшие люди делают ошибки. Вот чтобы этого не произошло, нам совершенно необходимы будут паузы. Давайте узнаем, так, а что это будет, или с кем это будет еще связано. По пажу чаш, это какая-то приятная новость. Ну ладно, 2 карты настойчиво. А вот как, смотрите у нас. Вас ожидает король перьев. Правда, тут у кого как. У кого-то иногда по королю перьев это, мы говорим, экс или
Это те люди, которые иногда эксперты, или люди, которые наделены властью. Иногда по этой карте люди в погонах идут тоже, да, ну или юристы, адвокаты, может быть и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Но это люди, которые умеют принимать рациональные решения, оставляя эмоции. Здесь будет какая-то ситуация, которая, скорее всего, будет касаться денег. Восьмерка Пентаклей – одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Поэтому у кого-то это будет личная история. Именно с тем человеком, которого вы знали долгое время. И знаете. И может быть даже история пары. Но, видимо, так складываются либо отношения ваши, что вы будете узнавать какие-то новости об этом человеке, или это будет каким-то образом сопряжено и с его планами, либо для кого-то банально это проиграются документы, мои дорогие, инстанции, опять же, да, и, возможно, консультации вот с юристами, адвокатами, то есть в зависимости от того, что вы услышите, или от того, что вы узнаете, опять же, вот эти планы вам и придется корректировать. Но давайте узнаем, а к чему это все идет? Какая-то длительная дистанция, как восхождение Эвереста, хочется сказать, правда. К чему же это в конечном счете идет? Или придет? К чему все придет? Вы знаете, вы, наверное, не случайно открыли этот расклад. Карта башни, карта трансформации. И когда эта карта выпадает, успеть запрыгнуть в последний вагон, я говорю, уходящего поезда. Если вы куда-то поторопились, то это, знаете, как, возможно, вы бы пришли в какое-то место, а спустя несколько дней или какой-то период вы понимаете, о нет, я поторопилась. Лучше бы я в это время была в каком-то другом месте. Или я бы, допустим, сюда не спешила. У кого-то это может быть сопряжено с законами. Или с какой-то ситуацией, которая внешне, или с определенным человеком. Туз перьев. Вам нужно будет, возможно, у кого-то договор, у кого-то это действительно будет связано с конкретным документом, у кого-то это может проиграться как новость, которая в средствах массовой информации. То есть тут по-разному. По тузу перьев, да, нам показывают буквально как и книгу, но иногда это может олицетворять документ или новость, официальная новость. И именно о том, что мы-то что-то планировали, а помимо нашей воли мы услышим то, к чему мы все-таки не готовы. Мы не готовы, но, видимо, поэтому нас в предыдущий период судьба останавливала, потому как все должно решиться по справедливости. Вот к чему все идет. Все то, что я сказала, да, по последним этим 3 картам. И ведь это справедливость. Аркан мы тоже часто называем карта кармы. И может быть для того, чтобы в конечном итоге вот этот баланс, да, весы, какое-то было возобновлено, может быть, или восстановлено равновесие, вот иными словами, баланс или справедливость, а это не происходит одномоментно или в какой-то короткий срок. О, карта мага. Очень интересно, что здесь у кого-то может проиграться, как и в виде согласований очень сложных, которые требуют юридических консультаций или дополнительных, может быть, мои дорогие, консультаций с учетом короля перьев, да? Но для кого-то это может проиграться и личная история. Когда даже вы на сегодняшний день, смотрите, карта силы, мы часто говорим, карта женской силы, а карта мага все же это сила мужская. И вот здесь твоим людям, может быть, со сложными характерами или очень самодостаточным людям, еще только предстоит договариваться. И на эти отношения будут еще влиять множество каких-то внешних событий, ситуаций. В зависимости от них вы вдвоем и каждый по отдельности будет свою какую-то прерогативу иметь. И после этого, как, знаете, вот, видимо, притирка характеров, вот хочется сказать, да? Или когда, ну, предпочтение есть у одной стороны и есть предпочтение у другой стороны. А вот сложить единый узор, это еще только предстоит. И тут насколько двое сумеют договориться, но хочется сказать, что тут как сила случая, сила судьбы, сила кармы, назовите как угодно.
Тут есть какие-то отношения, которые невозможно буквально разрушить, пока они либо сами не придут к какому-то знаменателю, пока тут что-то само не завершится. И я уже об этом говорила почти в самом начале, да. Вот эти две карты, дьявол и карта 13-го старшего аркана. Здесь что-то держит и соединяет. И, по крайней мере, в ближайшее время, возможно, это 2-3 месяца, так вот давайте подведем итог. Возможно, до конца 2026 года, если мы берем во внимание планетарные транзиты, вам предстоит еще не одно, словно, восхождение и паузу совершить. Потому что какая-то история, она вот шаг за шагом будет продолжена. И прояснение окончательное, оно у вас еще ожидает впереди. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я искренне надеюсь, что наш расклад вам чем-то был полезен, немного необычный. И завершаем мы старшими арканами, которые как раз и подтверждают, что, мы предполагаем, наверное, да, и как в поговорке, а Бог располагает. Тут есть нечто такое, что помимо нашей воли мы не можем не предсказать, не предупредить даже, да, а тем не менее должны пройти дорогой нашей судьбы. Я благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.